Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим торт олимпийский по ГОСТу СССР с тонкими карамельными коржами, нежнейшим кремом шарлотт, хрустящим безе, орехами и цукатами. Сначала приготовим безе для украшения торта. Готовить его будем на французской меренге. Подробный список всех ингредиентов, как всегда, в описании под видео. В удобную емкость для взбивания переливаем 100 граммов белков комнатной температуры. У меня белки от 3 яиц категории S1. И сразу добавляем 1 грамм лимонной кислоты, 1 грамм ванилина и щепотку соли. И начинаем взбивать на небольшой скорости миксера. Чтобы безе получилось идеальным, при разделении яиц следите, чтобы желток не попал в белок, а емкости для белка должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Когда белки превратились в однородную пену, небольшими порциями в 5-6 приемов добавляем 200 граммов сахара, продолжая взбивать на средней скорости. После добавления каждой порции даем сахару разойтись секунд 20. Примерно за 2 минуты весь сахар нужно высыпать. Количество сахара уменьшать нельзя, чтобы меренга для безе получилась стабильной, сахара должно быть в 2 раза больше, чем белков. Когда весь сахар добавлен, включаем максимальную скорость и взбиваем до жестких пиков. Вот так должна выглядеть готовая меренга. Она густая, очень плотная и отлично держит форму. И даже если перевернуть емкость, ничего не вытекает и не выпадает. Перекладываем меренгу в кондитерский мешок с вашей любимой насадкой. У меня здесь насадка от Эко 6-лучевая закрытая звезда номер 855. Распределяем меренгу в мешке, чтобы выгнать крупные пузыри воздуха, и проталкиваем к насадке. Противень застилаем антипригарным ковриком или отрезом бумаги для выпечки и отсаживаем безе. Сразу скажу, что для этого торта нам понадобится не все безе, немного останется для других рецептов. Отправляем противень в духовку, заранее разогретую до 80 градусов, и сушим безе приблизительно 3 часа. Смотрите по своей духовке. Готовые безе должны быть абсолютно сухими и твердыми. Если хотите получить безе приятного кремового оттенка, тогда сушите при 100 градусах, так безе высохнет быстрее. Хорошо высушенное безе должно легко отставать от коврика. Сразу откладываем несколько безе, которыми украсим наш торт олимпийский, а оставшиеся безешки оставим для другого тортика. Готовим коржи. Нужно заранее достать из холодильника сливочное масло, чтобы оно согрелось до комнатной температуры. Апельсиновые цукаты нужно заранее мелко нарезать до размера не крупнее 3 мм. Миндаль желательно очистить. Для этого заливаем его кипятком, чтобы вода полностью покрыла орехи, и оставляем так на 3 минуты. Затем воду сливаем и перекладываем орехи в ледяную воду на 3 минуты, чтобы остановить процесс нагрева. Теперь каждую миндалинку достаточно сжать пальцами, и ядрышко само выскользнет из кожицы. Очищенные ядра раскладываем на бумажном полотенце, чтобы избавиться от лишней влаги. А когда миндаль немного просох, перекладываем его на противень или в жаропрочную форму и отправляем в духовку, разогретую до 160 градусов. Обжариваем до легкого золотистого цвета и появления орехового запаха. Около 15 минут, смотрите по своей духовке. Достаем обжаренные орехи, даем им полностью остыть и измельчаем любым удобным способом. Я измельчила при помощи скалки и плотного кондитерского мешка. Главное измельчать не в муку, а небольшими кусочками. Если вы измельчили в комбайне, то просейте через крупное сито, чтобы отделить очень мелкую крошку. Орехи и цукаты подготовлены. Также заранее подготовим шаблоны для выпечки. Покажу, как просто и быстро сделать идеальные шаблоны нужного диаметра. Берем дно от разъемной формы, в данном случае диаметром 20 см. Накрываем его отрезом силиконизированной бумаги для выпечки, сверху ставим форму и защелкиваем. Вот и все. На бумаге остался идеальный круглый след нужного диаметра. И у нас в руках шаблон для выпечки с идеальной разметкой. Теперь прямо по этому следу будем распределять тесто. Приступаем к приготовлению теста для коржей. В удобную емкость выкладываем 125 граммов размягченного сливочного масла комнатной температуры. Высыпаем 250 граммов сахара и по щепотке соли и ванилина. И теперь все перемешиваем на небольшой скорости миксера 1-2 минуты.
Периодически снимаем массу со стенок лопаткой, чтобы все перемешивалось равномерно. В эту массу добавляем половину отмеренного белка комнатной температуры и взбиваем до полного объединения ингредиентов. Когда все компоненты объединились, добавляем все подготовленные сухие ингредиенты. 125 граммов пшеничной муки высшего сорта, 45 граммов подготовленного ранее миндаля и 55 граммов мелко нарезанных апельсиновых цукатов. Все перемешиваем буквально 15 секунд. Добавляем оставшийся белок и вновь перемешиваем до полного объединения ингредиентов. Я перемешиваю на первой скорости из 5 и периодически снимаю массу лопаткой со стенок. И вот такое интересное тесто для коржей у нас получилось в результате, очень ароматное. Делим тесто на 6 частей, 5 коржей по 105 граммов теста. И шестой корж для крошки сделаем из всего оставшегося теста. Он будет чуть больше остальных, чтобы хватило крошки для обсыпки. Распределяем тесто по шаблонам, так чтобы по всей площади был одинаковый слой. Удобно распределять палеткой. Края не должны быть слишком тонкими, иначе они будут быстро подгорать. Теперь эту заготовку переносим на небольшую разделочную доску и убираем в холодильник на 30 минут. Или же в морозильную камеру максимум на 10-15 минут. Все то же самое проделываем с остальным тестом. И вот что получается в результате. 5 коржей для торта и 1 корж для крошки. После охлаждения достаем по одному коржу и отправляем на выпечку в духовку, заранее разогретую до температуры 210-220 градусов. Выпекаем приблизительно 5 минут, смотрите по своей духовке. Возможно, вам понадобится чуть меньше или чуть больше времени. Смотрите по коржу. В начале выпечки корж немного вздувается, а к концу выпечки становится полностью плоским. И когда края стали золотисто-коричневыми, корж готов. Достаем его из духовки и сразу снимаем с горячего противня на доску или решетку. Оставляем остывать. Отправляем в духовку следующий и так выпекаем все коржи. Положили корж на противень и сразу же отправляйте его на выпечку, чтобы масло не таяло на горячем противне. И вот он результат. Все коржи готовы. 5 для торта и 1 для крошки. После полного остывания снимаем их с бумаги для выпечки. Вот такие интересные получились коржи. Очень-очень вкусные. Они не твердые, не дубовые, а достаточно мягкие, хрустящие только краешки. Готовим крем-шарлот на желтках с шоколадной стружкой. Нужно заранее достать из холодильника сливочное масло, чтобы оно согрелось до комнатной температуры. И если вы отделили желтки заранее, обязательно накройте их пленкой, чтобы не подсыхали. В кастрюлю с толстым дном выливаем 250 граммов молока. Температура молока может быть любой. Добавляем 4 желтка и 230 граммов сахара. Перемешиваем и ставим на плиту. Помешивая, доводим до кипения. И после закипания варим сироп около 3 минут, постоянно активно перемешивая венчиком. При необходимости регулируем нагрев плиты, чтобы кипение было умеренным. Желтки не свернутся благодаря сахару и постоянному перемешиванию. Если на лопатке остается четкая незаплывающая бороздка, значит сироп готов. Если бороздка заплывает, то варите еще около минуты. Визуально готовый сироп должен напоминать жидкую сгущенку или нежирный соус. Снимаем кастрюлю с плиты. Сразу в горячий сироп добавляем 1 столовую ложку коньяка или рома, если используете, и перемешиваем. Если не используете алкоголь, то просто исключите его из рецепта, заменять ничем не нужно. Теперь можно перелить сироп из горячей кастрюли в другую емкость, или же поставить кастрюлю с сиропом в большую емкость с холодной водой, чтобы он быстрее остыл. И периодически подходим и перемешиваем. По мере остывания сироп еще немного загустеет, но не сильно. Когда заварная часть остыла до комнатной температуры, можно продолжать приготовление крема. Чтобы крем получился идеальным и не расслоился, обе части должны быть одинаковой комнатной температуры. Перекладываем 250 граммов сливочного масла в удобную емкость. Добавляем щепотку ванилина и взбиваем на максимальной скорости миксера до бела и до пышности.
Во взбитое масло небольшими порциями добавляем заварную основу, буквально по 1 столовой ложке. И после каждого добавления перемешиваем до полного объединения ингредиентов. Здесь мы не взбиваем, а просто объединяем на средней скорости миксера. Добавляем последнюю порцию сиропа. Перемешиваем и получаем вот такой однородный, гладкий, красивый крем без признаков расслоения. Осталось добавить 30 граммов натертого горького шоколада и перемешать до равномерного распределения. И вот такой восхитительный вкусный крем-шарлот на желтках с шоколадной стружкой у нас получился. Сразу же откладываем немного крема для финального украшения тортика. И приступаем к сборке торта. На подложку кладем первый корж и покрываем слоем крема. В прослойку я кладу 100 граммов крема. Накрываем следующим коржом и распределяем следующий слой крема. И так собираем торт до конца. Следим, чтобы он был ровным. Если какой-то корж сильно выступает, то можно срезать лишнее при помощи обычных ножниц, чтобы нам потом было проще его выравнивать по бокам. Сверху распределяем также 100 граммов крема, как и в прослойках, а оставшимся кремом выравниваем бока, заполняя все пустоты. Слегка выравниваем, в холодильник пока не убираем, иначе крошка будет хуже прилипать, если масло затвердеет. Шестой корж ломаем на небольшие кусочки, помещаем их в чашу измельчителя и превращаем в крошку. Теперь берем тортик в одну руку и над большим противнем обсыпаем получившейся крошкой. Прижимаем крошку ладонью по всей боковой части, а затем переходим наверх. И вот такой он получился аппетитный. Убираем его на пропитку и стабилизацию минимум на ночь. Чем дольше он стоит, тем вкуснее становится. Но максимум 72 часа в холодильнике. Выкладываем по кругу на торт воздушные безе, которые мы подготовили для украшения. Между ними отсаживаем отложенный крем-шарлот через насадку звездочка. У меня здесь насадка 1М. И вставляем в крем кусочки апельсиновых цукатов. И завершающим штрихом будут шоколадные струйки. Для них растапливаем немного горького шоколада. Даем ему немного остыть, чтобы он не был слишком жидким. И переливаем в маленький кондитерский мешок. Я остудила шоколад до 28 градусов. Срезаем самый краешек и вот такими круговыми движениями поливаем шоколадной струйкой наш декор, захватывая каждую безешку, крем и цукаты, одновременно прокручивая поворотный столик. И наш торт олимпийский полностью готов. Разрезаем и подаем. Коржи ровные, крем держит форму и ничего не плывет. А во вкусе сначала орехово-карамельные коржи, затем крем с шоколадной стружкой и умеренная сладость без приторности. Перед подачей обязательно доставайте торт заранее, чтобы масло в креме согрелось при комнатной температуре и стало мягким и тающим. Холодный он не такой вкусный. Итоговый вес торта 1200 граммов. Готовьте с удовольствием и делитесь в комментариях своими впечатлениями. А на этом сегодня все. До встречи в новом видео.